Дорогие гости канала, дорогие подписчики, всем привет! Я вам всем очень-очень рада. Сегодня я с вами хотела бы поговорить о поддержке Вселенной и какие чудеса происходят, когда вы наделяете силой свои слова, заручаетесь поддержкой и когда вы во все начинаете вкладывать смысл. Пишем сегодняшнюю тему, естественно, ставим дату, да, какое у нас число. У меня специально желтый линер, чтобы вы не видели, что я пишу, вам это не надо. У меня свои желания, у вас свои. Просто делать мы будем вместе. Итак, вы помните, пишите тему, я пишу свое желание. Мое желание в настоящем времени, без каких-либо частиц отрицания. И обязательно указывайте свои эмоции, свои чувства, что вы будете испытывать, да, когда то или иное желание исполнится. Условно говоря, вы, например, хотите замуж. Вы пишете не просто «я хочу замуж», да, или «я выхожу замуж». Выходить вы можете еще лет 15. Вы пишете «я счастливая жена», обязательно счастливая. Браки бывают разные, да. Идею вы поняли, и я не выигрываю в лотерею, потому что выигрывать вы будете по 100 рублей всю свою жизнь, да, может быть, вы там какой-то джекпот, ура, я получила. Идею вы поняли. Что ж, мое желание, все тоже, да, оно уже движется с огромными своими шагами к исполнению. Но, тем не менее, немножко еще поможем, проработаем. Записали тему, я надеюсь, все, да? И мы ставим таймер, сейчас будем разогревать наши нейрончики. Думая о своей теме, о своем желании, вы пишете за 2 минуты первое, что приходит вам в голову, любые ассоциации. Не задумывайтесь. Если какие-то негативные слова или там нецензурная лексика, тоже не переживайте, все пишите, все потом поймете, про что вам это. Ну что, готовы? Ставлю таймер. Поехали. Таймер зазвонил, дописывайте слова, кто не успел дописать. У меня целых 42 слова. Посмотрите внимательно на свои слова, может быть, какие-то из этих слов для вас стали полной неожиданностью. Подумайте потом, про что вам это, о чем вам это.
ставьте дату сегодняшнюю, не забывайте. И что я вам сейчас хочу предложить сделать? А предложить я вам хочу следующее. Когда вы наделяете смыслом то или иное событие, сейчас, секундочку, выбираю маркер. Когда вы наделяете смыслом то или иное событие в вашей жизни, оно сразу реализовывается, да, и реализовывается именно так, как вам нужно. Конечно же, в центре поля, так, вам все видно? Сейчас, да, все видно. Конечно же, в центре поля всегда есть вы. Найдите себя, можете почувствовать ладошкой. Может быть, кто-то не в центре, просто у меня, в моем поле, всегда в центре я. Центр своей вселенной я. И, условно говоря, моя цель, мое желание, да, все, что я желаю, оно вот такое вот. У вас может быть треугольник, у вас может быть квадрат. Попробуйте его прочувствовать, свое желание. Вот оно больше меня, да, оно как будто расширяет меня. Подумайте, почему именно так. Когда вы рисуете, рука ваша должна быть в воздухе. Локоток должен висеть, не лежать, да, чтобы говорило ваше подсознание. И сейчас обратитесь к Вселенной, заручитесь ее поддержкой. Пусть сама Вселенная даст энергию вашим желаниям на их реализацию и исполнение. И я просто начинаю рисовать треугольники, разные совершенно по своим размерам, по своей форме. Это могут быть в разную сторону повернутые треугольники, какие угодно. Вы сами почувствуете, когда вам будет достаточно. Дорогая Вселенная, я прошу Тебя дать мне энергию, дать мне сил. Я прошу Тебя отдать всю свою энергию, которую Ты можешь выделить для исполнения моего желания, для реализации моего желания. Вся сила Вселенной, вся Вселенная будет способствовать исполнению моего желания. Что ж, я не хочу больше рисовать треугольников. Может быть, вы почувствовали какой-то прилив, фантастический прилив энергии сейчас, уже сейчас. По факту на данный момент треугольники для вас безопасны, пока вы не провели нейрографические линии. Пока вы их не провели, треугольники совершенно безопасны. Они у меня не очень идеальные, вот мне хочется их по ним еще раз пройтись. Когда вы начнете работать с самой линией нейрографической, да, вы можете хоть каждый треугольник пронейрографировать. Обратите внимание, я сразу отвечу на ваши вопросы. Да, энергия треугольников, она очень сильная, она очень мощная. Но нашу работу, конкретно эту, именно сейчас мы наделяем, мы даем задание, да, мы просим Вселенную дать нам энергию на реализацию нашего желания, нашей цели, на достижение нашей цели. Соответственно, здесь я не нарекаю треугольники энергиями конфликта. Я прошу у Вселенной, я прошу вас, услышьте меня, да, я прошу у Вселенной дать мне сил
дать всю свою силу для реализации моих желаний. Так, и вот еще один. Кому интересно, можете посчитать, сколько их у вас, да? Обратите внимание, какие они, куда они повернуты. Подумайте, про что вам это. У меня фактически все углы, да, вот направлены на меня, на мое желание, чтобы вся Вселенная обернула свой взор на меня. Мне это очень важно, мое желание уже практически исполнено. Осталась пара организационных моментов. Вот, ну что ж, теперь я беру другой маркер, этим не очень неудобно, этим потом округлять удобно. Я начинаю проводить нейрографические линии. Подумайте, куда ведет ваша рука, как она идет. Музыка у меня специально включена, чтобы вывести меня из зоны комфорта, чтобы я не была сейчас, не думала головой, а отдала всю свою руку, да, всю себя своему подсознанию. Моему подсознанию все известно намного больше, чем мне. Я такую музыку не слушаю, я вообще не очень много музыку слушаю. Поэтому, если вам некомфортна музыка, включайте себе субтитры. Я достаточно понятно все показываю, изображаю. Но мне музыка нужна, она меня выводит из зоны комфорта, и я начинаю по-другому воспринимать то, что я делаю. И мы проводим нейрографическую линию. Она у меня прошла через желания, через цели. Я просто начинаю набирать линии. Подышите, почувствуйте. У меня, если честно, ком к горлу, и меня сейчас всю трясет. Наблюдайте обязательно за своей саморефлексией. Что вы испытываете? Может быть, кому-то плохо стало, может быть, кого-то тошнит. Как изменилось ваше состояние после того, как вы на поле, на свой лист, да, добавили линий? Я очень хочу пронейрографировать свои треугольники. При всем при этом продолжайте думать о своем желании, что вы делаете, о своей цели, для чего вы это делаете. Может, ответ кому-то придет сейчас, может быть, кому-то попозже. В любом случае, все события обернутся таким образом, который вы даже себе представить не могли. Самым лучшим для вас. Как я уже много раз вам рассказывала, когда вы идете к своей цели какой-то, к какому-то желанию, обращайте внимание на, может кто-то назовет это знаками, да, может быть кто-то увидит где-то там знаки, что обстоятельства не так складываются, а может кто-то воспримет это как дополнительную возможность, да. Обращайте внимание на абсолютно все, что будет сейчас, вот после завершения работы, происходить вокруг вас. Как начнут складываться события. Может быть, есть какие-то идеальные варианты. У нас произошла чудесная история, я все очень хотела
очень хотела, да, чего-то. И мы купили отпуск, собирались в путешествие, вот буквально там через месяц должны были лететь. И в итоге как раз совершенно недавно происходит событие, которое полностью исполняет мои желания, но нужно отменить отпуск. Мы, не задумываясь, решаем, что это самый лучший вариант, и вот эта вот возможность, которая она появилась, нужно использовать. Смотрите, даже в мыслях не было отказаться, да, там, от своего желания, чтобы поехать в отпуск. Вот. Тем не менее, что происходит дальше? Мы узнаем, что там билеты мы просто так сдать не можем. Ну, фактически полная потеря билетов в плане материальном. Проходит 2 часа после того, как мы приняли решение, что в отпуск мы не едем, ну и как бы все равно билеты сдавать смысла нет, они все равно пропадут, мы там ничего не получим. Проходит 2 часа, авиакомпания присылает уведомление о том, что этот рейс не состоится, обратитесь за возвратом или переоформите направление, даты и так далее. Вы представляете, как работает Вселенная? Знаете, я очень хочу нейрографировать и себя еще. Округлять нам тут и округлять, но оно того стоит, поверьте мне. И свое желание. У меня дрожит все тело, у меня пересохло в горле. Я не знаю, как вы себя чувствуете. Делитесь. Себя еще раз пройтись хочу. Что ж, дальше мы с вами будем все это дело округлять. Обратите внимание на принцип округления. Сейчас расскажу. Так, не МАС мне надо. Углы треугольников мы оставляем острыми, потому что мы специально нарисовали этот треугольник для того, чтобы получить энергию. Мы у Вселенной просим энергию для воплощения вашего желания, для реализации ваших целей. Если вдруг кому-то очень стало плохо, ну, перегруз энергии, такое бывает, у меня шило в одном месте, я как энерджайзер. Ну, чтобы вы понимали, я спать ложусь в 2 часа ночи, с 3 до 4 я потом развлекаю нашего младшего ребенка, и в 5-6 я уже встаю. Днем я не ложусь. У меня очень много энергии, да, я привыкла так жить. Я с детства была активной. И знаете, как бывает, например, у пожилых людей энергии не хватает, да, а зачем что-то менять, сил нет, гулять не хочу. Меня в 2 часа ночи разбуди, я пойду там, кросс бежать не пойду, но на вулкан с радостью полезу. Так что, если вдруг кому-то чересчур много энергии, округляйте внутренние углы, внешние не трогайте. Все рассказала. Начинаем. Округляйте все, думайте о своем желании, наблюдайте за своим состоянием. Наблюдайте за своим состоянием, что вы чувствуете, как меняется ваше ощущение, что происходит в вашем теле, в вашей голове, с вашими вообще всеми органами после того, как вы начали округлять. Обращайте на это внимание, пожалуйста. И представляя сейчас, когда вот округляете, все равно, пожалуйста, я вас очень прошу, представляйте себе, проецируйте энергию в мир, да, из состояния уже исполнившегося желания. Оно уже исполнилось, вам ничего не нужно делать, вы уже просто, условно говоря, сидите и благодарите, да, за то, что у вас все так идеально сложилось. Складывается все всегда самым лучшим образом. Вы, я думаю, это и так знаете. И еще один главный секрет: нельзя ни в коем случае допускать возможность неудач. Если вы допускаете возможность неудачи, поверьте мне, она непременно с вами произойдет. Также ваша реакция на события, которые начинают происходить, да, как известно, исполнение желаний. Вот у меня очень большое желание, и
Ну, как это так? Мы в отпуск собирались, да, там достаточно сложно было подгадать даты возможных поездок, да, потому что у детей расписаны поездки. Ну, и так, чтобы всех собрать, было очень сложно. И какая наша реакция была? Класс, конечно, надо прямо сейчас. И если бы мы расстроились, да, мы бы, можно сказать, не прошли испытания. Рассказала на своем примере, чтобы вы наглядно поняли, что я имею в виду. Вот, но вы у меня замечательный, я думаю, вы и так все поняли. Может быть, кому-то хочется с собой побыть, можете выключать звук и смело округлять все. Жанр музыки называется ambient. Я плейлист не подбирала, поэтому вот тоже в какой момент какая музыка приходит, да, что происходит с вами. Треугольники не только вам создадут конфликт, они дадут вам энергию, они дадут вам силы, необходимые для реализации всего того, что вы задумали. Может быть, вы обращали внимание, даже у вас банальный пример, но а если я дома, а зачем мне делать макияж и одевать красивое платье? Для себя, для своей семьи был бы правильным ответ, да? А так вы просто ленитесь. Так вот, когда человек ленится, он начинает параллельно лениться везде и во всем. Вы поленились, условно говоря, там макияж сделать, а Вселенная восприняла, а зачем ей там новый автомобиль? Ей же все лень, поэтому обращайте внимание, пожалуйста, на свои поступки, на свои действия в жизни. Что вы делаете, как вы делаете. Это все, условно говоря, знаки. Почему очень часто я в работах, когда мы делаем про желания, например, мы изображаем 3 желания. Первое, которое исполнится, которое вы можете исполнить сами, ни от кого независимо и достаточно быстро, да, чтобы показать Вселенной, что ага, вот видите, все работает, я все сделала, да, и дальше оно уже начинает на автомате ваше тело, ваш разум думать о том, что ну все работает, все классно, да, то есть и вам ничего не придется делать. То есть вы показываете Вселенной о том, что желание исполнено, и, соответственно, накопленные желания имеют накопительный эффект, можно так сказать, и все у вас получается само собой. Что-то я тут даже такое количество треугольников изобразила, что не вижу, где линия. Можете на листке взять и сейчас остановиться. Я не буду останавливаться, я это уже делала. Можете сейчас остановиться, нарисовать, взять лист. Можете на этом же с другой стороны, где вот писали 20 слов, да, можете написать ответ на вопрос, думая об этой теме, что я получу, когда это случится, что произойдет, когда это случится.
Поставьте таймер на 2 минуты и запишите первое, что приходит в голову. У вас будет энергия просто зашкаливать. Очень рекомендую, если вдруг кому-то недостаточно. И еще один момент, который можно будет прописать, а что подумают люди, потому что мы с вами живем в социуме, и, к сожалению, общественное мнение на многих людей имеет большое значение, большое влияние. Вот. Но чтобы уж совсем, можно еще эту практику сделать. Поле бесконечно, доводите линии до конца. Если где-то не довели, ничего страшного. Вы всегда можете возвращаться к своей работе и дорабатывать ее. Я показываю вам идею, что я делаю и что вы можете перенять и использовать вы. Музыка такая какая-то навевает печаль. Но не печаль, у меня наоборот предвкушение. У меня предвкушение. И почему-то, если было волнение, то сейчас у меня спокойствие. Я знаю, что достаточно непростая задача сейчас увидеть, где что нужно округлить, потому что, ну, очень всего много на листе. Но, тем не менее, я в вас верю. Работы многослойные, они интересные, они очень интересные. Они очень красивые. Вы понимаете, что правило, чем больше линий, тем лучше результат здесь сработает, ну, на 1 000 000%. Я думаю, вы это тоже знаете и понимаете, поэтому еще сильнее сейчас стараетесь. Чем больше линий, тем больше результат. Работу можно крутить, вертеть, переворачивать, чтобы вам было удобно. Я ее не переворачиваю, чтобы вам все было лучше видно. Вот она, я даже растворилась. Вот мои желания внутри меня, оно прям... Вселенная всегда помогает осуществить вам ваши мечты. Вы должны полностью, абсолютно доверять. Но доверять, разумеется, попросила и доверься, да. То, что вы все пускаете на самотек, есть такая опция, такое тоже допустимо, но вы должны озвучивать все, что вы желаете. А желательно не просто озвучивать, а прописывать. Написали свое желание, и наслаждайтесь исполнением.
Так, где еще? Даже не вижу здесь. Прям на ночь лучше не рисовать, можете не уснуть, потому что энергия будет зашкаливать. Это знаете, как когда мы читали «Магию денег», видео есть, ссылочку оставлю. Мое желание исполнено, силой оно наполнено, сила Вселенной дана. В этом плане я, конечно, очень сильно доверяю Вселенной, я ей безумно благодарна, и я твердо знаю, что она мне всегда помогает. Потому что это мои желания. Она прекрасно представляет, чего мне стоило их создать, придумать в своей голове, да, придумать, какой в конечном итоге реализацию я хочу. Мне все равно, как это сделает Вселенная. Мне главное, чтобы она мне помогла, и я получила свое желание. Чтобы вы понимали про контроль, когда лет 15 назад у нас только появилась помощница, я к ее приходу убиралась. Ну, мне было стыдно, как-то неловко. Я думаю, многие из вас такие же. Сейчас я даже не появляюсь дома уже лет 5, как вот она приходит. Я, условно говоря, все настолько систематизировано, да. Мне все равно, каким способом будет чистый дом. Главное, чтобы он был чистый. Все. И вас то же самое здесь не должно волновать, каким способом исполнится ваше желание. Вы должны просто озвучить конечную цель с вашим внутренним состоянием. Что вы хотите? Вот что вы хотите, то вы обязательно и получите. Если где-то остались острые углы, ну что ж, так бывает, да, потому что в этой работе их очень сложно увидеть. Я беру цвет, желтый попался мне в ладошки, и начинаю, называется это архетипирование, проще раскрашивание, работа с цветом. Подышите, почувствуйте, что с вами происходит. Обращайте внимание на позы, в которых вы сидите. Скрещены ли у вас там ножки, ручки, что вы все время пытаетесь сделать. Может быть, кто-то что-то пожевать все время пытается. Или же вас, например, лично вас сейчас все время кто-то отвлекает, названивает вам и мешает. Обращайте на такие моменты тоже внимание, это очень интересно. Увидьте в них, попробуйте увидеть, что вам Вселенная, что ваше подсознание пытается вам сказать. Вот. И как-то так. Не спешите менять цвет, подумайте, обратите внимание, откуда начали. Я много раз говорила, и прошлое, настоящее, будущее. Все же вам повторю. Обратите внимание, откуда ваша рука пошла, куда она пошла. Лист, он бесконечен. Хотите продлять треугольники, пожалуйста, приклеивайте листы, дополняйте. Да? Здесь нет какого-то строгого ограничения по поводу размеров вашей работы. Вот, смотрите, видите, здесь увидела, что не заметила. Работу всегда можно доделывать, да, продолжать оформлять, да. Главное, чтобы у вас было время и желание к ней вернуться. Но если вы что-то где-то не увидели, не заметили, ничего страшного.
Ваше намерение, оно важнее всего, оно главнее всего. Возьмите на себя роль вершителя. Вот вы попросили Вселенную помочь, да, и даже если вы сделали что-то не так, поверьте мне, ну ничего не случится. Ничего критичного с вами не произойдет, ничего плохого с вами не произойдет. Потому что энергия, любая энергия, она как маленький ребеночек. Вот вы представьте, вы даете конфетку, да, ласково ее зазываете, просите, говорите: дорогая там Вселенная, прошу, направь себя энергию, милая энергия моя, приходи ко мне, помоги, дай мне сил, дай мне всю силу, да, огромной, мудрой Вселенной исполнить мое желание, достигнуть моей цели. Она как маленький ребеночек, вы же ее благодарите, вы ее ласково просите, она побежит к вам, и даже если вы там забыли где-то что-то округлить, ничего не произойдет плохого, поверьте мне. И слушайте всегда свое сердце. Обращайте внимание, что вы чувствуете, когда начался цвет. Почему красный? Вы не должны брать именно красный и желтый. Берите то, что хочется вам. У каждого из вас цвет ассоциируется с чем-то, да, богатство у вас там, например, желтый или зеленый, у кого-то красный, я знаю, такие люди тоже есть. У кого-то любовь — это фиолетовый, у кого-то красный или розовый. Обращайте внимание на все это, что для вас значит цвета, так будет лучше. А вот мне-то здесь красного цвета и достаточно. Сейчас будет достаточно. У меня внутри появилось твердое ощущение, что все будет прекрасно. Есть очень много вопросов в отношении там моего желания. И волнительно, страшно, но получилось абсолютно. Видите, я даже разговаривать не могу. Появляется абсолютное спокойствие и уверенность. Помните, я вам до этого говорила, что меня трясет все изнутри? Да, такое тоже бывает. Не обязательно закрашивать все треугольники, да, сейчас. Вы просто что-то выделяете, вы меняете свое впечатление. В идеале, чтобы работа вам, конечно, понравилась. У меня такой цвет красивый был, Тихони, вот, да. В идеале, конечно же, чтобы работа вам понравилась. Не надо это делать как раскраску 500 миллиардов цветов. Ну вот видите, у меня уже даже больше 3. Цвета можно накладывать друг на друга. Наблюдайте за своими ощущениями. Вам никто лучше вас не ответит ни на один вопрос. Все ответы уже давно внутри вас. Вселенная вам всегда помогает. Обращайтесь, обращайтесь, просите. Она очень благодарна, она всегда приходит на помощь. Так, что-то еще хочется.
Посмотрите, какой многослойный, по сути, может быть работа. Мне на самом деле она очень нравится, и отчасти мне кажется, что она где-то даже достаточно агрессивной кажется. Вы не находите? Но мне очень нравится. Она достаточно смелая, достаточно яркая. И я такого себе не позволяю. Если вам вдруг кажется, что у вас перестало работать что-то, ну вдруг вам кажется, что нейрографика что-то у вас тут не исполняет желание так, как надо, можно было бы лучше, хочется больше, да, попробуйте порисовать по-другому. Поменяйте, где оно, вот оно, поменяйте линии, поменяйте толщину линий, попробуйте другие алгоритмы, да, то есть очень важно, чтобы ваш мозг, по моему мнению, не воспринимал это все как ты должна, ты обязана, да, рисуйте тогда, когда хочет ваше сердце, ваше тело, ваша душа. На нейрографику подсаживаешься, такое есть. Стало очень легко, стало очень хорошо. Мне безумно все нравится, я очень-очень всем довольна. Что ж, я, пожалуй, проведу линию поля. Одна, две, три. Подумайте, сколько линий вам надо. Она может разветвляться. И фиксация. Смотрите, я фиксирую, и я и мое желание уже стало единым целым. Помните, оно, кусочек меня, он немножко выпирал здесь. А теперь все, я полностью погружена, оно исполнено. Вселенная помогает мне, Вселенная всегда мне помогает. И вся сила, вся мощь Вселенной пришла мне на помощь исполнить мое желание. Я не буду занимать время в эфире, я сейчас доокругляю все пересечения. Самое главное, чтобы вы округлили пересечение линий поля с фиксированной фигурой. Вот эти все пересечения в идеале, конечно, округлить. Благодарность великий множитель. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а если вы вдруг желаете угостить меня чашечкой кофе, все реквизиты вы найдете в описании видео. Я благодарю вас за просмотр. Я желаю вам счастья. Пока-пока!